Друзья, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория, и у нас сегодня будет обзор ароматов молекулы. А, Хотела сказать молекулярных, но это, в принципе, и понятно. Эксцентрик молекулы. Я очень долго изучала этот бренд, ходила возле него кругами в разную погоду, и я думаю, что у меня накопилось много информации, которую я могу рассказать. Так долго ходила, потому что есть некоторые ароматы, которые мне никак не поддаются. С какими-то у меня взаимная любовь, а какие-то мне что-то тихо-тихо нашептывают, я не могу расслышать. У меня вот такой есть аромабокс. Здесь собраны 8 ароматов эксцентрик молекулы. Здесь 4 эксцентрика и 4 молекулы. Ну, от 1 до 4, соответственно. И, как всегда, промокод «Рандеву» здесь напишу, он будет в инфобоксе, он суммируется со всеми акциями и скидками на сайте интернет-магазина «Рандеву». Покупка должна быть от 2500, чтобы промокод распространился. Промокод на 10%. Все, надеюсь, ничего не забыла. Если что, все будет в инфобоксе. Так, и первый это эксцентрик 01. Эксцентрик 01. Друзья, когда я первый раз его попробовала в холодную погоду, это была прям зима, и первое, что меня смутило, это перец. Здесь в нотах, у меня здесь ноутбук, здесь в нотах изо Е супер, розовый перец, лимон и ирис. Зимой очень сильно я слышала именно перец. Мне как-то было не очень комфортно. Вот прям на мороз выходишь, и прям перец, перец, перец и лимон. И все. И уже все остальное я слышала так вот где-то фоном. Поэтому я как-то прошла мимо этого аромата и стала дальше знакомиться. Вот сейчас летом в жару это потрясающий аромат. Перец, он звучит буквально первый, минут 5, наверное. И то он так тихо-тихо звучит. И даже где-то, что интересно, он где-то даже освежающе звучит, этот перец. Это удивительная трансформация. Если зимой прям хотелось, знаете, чихнуть, то здесь вообще другая история. И лимон. Лимон просто в эту жару, я не знаю, он необходим, он просто спасает. И вообще все эксцентрики, забегая вперед, я скажу, они мне все нравятся, вот все вот эти от 1 до 4. Есть отличия, я сейчас расскажу, но они мне все нравятся, и я люблю их сочетать вот с Бакарой Руж 540, это дымка для волос. Они классно сочетаются, здесь ни в одном не заявлено дерево, да, ни кедр, ни ель, которую я слышу, но почему-то вот она там есть. Для меня лично, да, для меня это какой-то такой освежающий, освежающая тень леса, да, не обязательно, хотела сказать, прохладного, зимнего, нет, это, скорее всего, просто такой вот, ты как будто из жары заходишь в тень леса под какую-нибудь ель, встаешь и наслаждаешься этим моментом, этим ветерком, вот этим вот шлейфом. Потрясающий аромат. Это про все эксцентрики, можно сказать. Он освежает, он хорошо ощущается, он на мне держится вот, наверное, до конца дня. Вот я шлейф периодически чувствую. Конечно, сразу скажу, это не будет, да, как вот аромат, не дымка, а именно сам парфюм Бакара Руж, да, который там шлейфом идет перед тобой, еще за тобой. Нет, это другое. Он очень деликатный. Мне кажется, вот этот аромат просто такой интеллигент. Интеллигент в плане звучания, в плане того, что он со всеми найдет, на мой взгляд, он со всеми найдет общий язык, можно его носить куда угодно. Летом, мне кажется, даже как-то к вам люди потянутся, потому что так приятно пахнет. Второй аромат, второй это эксцентрик 02, он сегодня на мне. Его, кстати, вот здесь есть вот эта вот какая-то древесность, ель или кедр или сосна. Вот я это чувствую в каждом аромате, но есть отличия. Если вот в том очень хорошо чувствовался лимон, такая кислинка была,
перец, который, ну, так он как-то вот фоном шел, то вот в молекуле 0,2 здесь у нас появляется ирис, жасмин и еще амброксан. Вот это та молекула, которую я полюбила еще вот с первого затеста, еще зимой, и она мне нравится во все погодные условия. У нас сегодня хорошая погода, кстати, облачно, никогда бы так не сказала, но, честно говоря, устаешь от этой изматывающей жары, и вот я просто ждала вот такой погоды. Так вот, молекула Eccentric 0,2 мне нравится в любые погодные условия. Я познакомилась зимой, и я просто обалдела от этого шикарного, элегантного и в то же время сексуального. Правда, это прям сексуальный аромат вот от этого шлейфа. Он про такую холодную, но внешне, да, такую холодную женщину, на самом деле очень с ней уютно, очень приятно, и хочется как можно дольше с ней проводить времени, при этом есть какая-то такая загадка и закрытость. Вот такие у меня ассоциации с этим ароматом. И что важно, летом тоже я его слышу, он очень стойкий. На мне ароматы, даже какие-то монстры слетают быстро, а этот я слышу шлейфом, и я еще в нем, вот в такую еще жару я занималась спортом, и я его слышала из себя таким тонким-тонким шлейфом, потому что он не будет, да, заполнять всю комнату, он будет вот так вот периодически шлейфить таким прохладным, приятным, освежающим бризом. Не побоюсь этого слова. Так, пойдемте дальше. Дальше у нас Eccentric 0,3. Так, я буду подглядывать в пирамиду, потому что здесь очень много пересекающихся нот, и можно что-то перепутать. Так, здесь обширная пирамида, здесь лайм, имбирь, перец. В средних нотах чай, ирис, жасмин, и в базовых ветивер, вирджинский кедр, кожа, сандал и мускус. Но я скажу честно, я не чувствую здесь особенно кожи. И аромат при первом затесте, вот зимой как раз-таки, мне он показался каким-то просто мужским. Я тоже прошла мимо, не обратила на него внимания и подумала, ну, очень такой прям мужской аромат. Но, опять же скажу, летом при первом затесте так тоже может показаться, но потом он на коже начинает трансформироваться, и вот эти вот первые ноты, да, здесь лайм, имбирь, перец, то есть такие специи, они немножко смягчаются, и вот проявляется вот этот вот холодный, чайно-ирисово-жасминный шлейф. С одной стороны, ну, кожа, дерево, сандал, мускус. Это же такие довольно, казалось бы, теплая, да, база, но нет, она создает какой-то вот с верхними нотами, со шлейфом, он создает какой-то все равно, в общем, тонизирующий эффект. Вот, наверное, я бы так сказала про этот аромат. Он такой тонизирующий. Да, можно, кому-то может показаться, что это такой больше в мужской, но мне он очень нравится. Именно вот то, как он звучит на мне. Я хорошо здесь чувствую ветивер и сандал, но вот в молекулах ветивер и сандал нелюбимые мои ноты, но здесь они так уравновешены вот этой сочностью лайма, хотя сами по себе они такие довольно суховатые. Да, есть такая в базе немножко суховатость, травность. Кстати, вот эта травность и суховатость и не дает аромату стать таким каким-то неприятным в базе, наоборот, какая-то в нем терпкость есть. Да, терпкий и освежающий аромат. Так, дальше молекула 4, Eccentric 4, я буду говорить, а тут у меня дальше пойдут молекулы. Я, кстати, уже заказала себе один аромат, да, из тех, что тестировала. И когда заказала, я вдруг подумала, блин, а может надо было другой, и это была мысль именно про 4. Здесь очень классный. Здесь есть грейпфрут, можжевельник, сандал, османтус, мастиковое дерево, гальбанум и роза.
точно так же освежающий, и вот, ну, здесь чувствуется грейпфрут. Я очень хорошо его здесь ощущаю. Вообще, вот для меня эксцентрики все немножко похожи друг на друга. Именно вот только здесь, кстати, заявлен можжевельник, да, что, что-то хоть похожее на хвою, которую я чувствую. Ощущение такого, знаете, как будто это место из медитации. Вот что мне приходит на ум, как будто а, парфюмер придумал этот аромат, когда медитировал, потому что там, ну, есть такие в медитациях упражнения, типа представьте себе там какую-то поляну, где вам хорошо и приятно, и вот если бы я представляла себе, да, эту поляну, то, скорее всего, вот она имела бы вот эти вот все ароматы, и такая она была нереальная, да, здесь вроде бы и цветы, розы, и вдруг откуда ни возьми здесь можжевельник, и там почему-то такой разломанный, сочный грейпфрут лежит, и я, скорее всего, нахожусь на каком-то таком деревянном а, мосту, да, скорее всего, это какой-то деревянный мост, который уходит в озеро, да, через озеро, мост через озеро, и там слева от меня какие-то можжевеловые деревья, так, это я справа показываю для себя, в общем, справа деревья, слева кусты розы, тут же где-то есть османтусы, грейпфрут тут лежит где-то такой вот сочный. В общем, такое нереалистичное место, и которое вроде состоит, да, из натуральных ароматов, но ты понимаешь, что вроде бы они не могут вместе все встретиться, но вот в этом аромате они все собраны. Собраны очень гармонично, очень сбалансированно. Опять же, аромат держится целый день, очень он стойкий, освежающий. Это просто спасение для меня. Все эти вот молекулы, эксцентрик, все 4, они для меня спасение в жару. Ощущение чистоты, свежести и свежего воздуха. Следующий у нас это молекула единичка. И я очень долго разгадывала эту загадку, пока до меня наконец-то не дошло. Вот это тот самый аромат, который мне шептал. Первый раз, когда я его потестила на себе, это тоже было зимой, я вообще его не почувствовала. Я помню, мне еще девушка восторженная, это было еще в Эль-де-Батте, она мне прям восторженно рассказывала, какой это аромат. Или не Эль-де-Батте, они уже Сефорой стали. Неважно, в общем. Она рассказывала мне, какой это прекрасный аромат. Или это был Рив Гош. Неважно, в общем. Как он звучит, какой дорогой он, потрясающий. Я с таким воодушевлением дала себя пшикнуть на себя, его однозначно надо пробовать именно на коже, и ничего. И я такая, я и до этого подходила к нему, ну, я всегда к молекулам как-то подходила, пшикала как-то все подряд, ничего не понимала и уходила долгое время, пока не решила основательно исследовать. И вот я пшикнула, и ничего. И для меня, конечно, это был практически вызов. Я подумала, вот тебя я должна разгадать. Я долго к нему подходила, пробовала, тестировала. И только вот когда у меня появился этот набор, и я протестировала все молекулы, я стала чувствовать в первой то, что объединяет эксцентрики. Например, все эксцентрики, они для меня, вот это вот самая такая древесная, какая-то еловая, база, какое-то вот такое холодное, дорогое, элегантное звучание, интеллигентное. Это для меня вот это самое Иза Супер, которую я чувствую именно как дерево. Дерево, причем вот именно я говорю, что-то хвойное, ель, ну, может, даже можжевельник, но, скорее всего, нет, ель. Вот какая-то вот такая для меня она. Но хочу сказать, да, тем, кто смотрит, да, я как вот как-то девушка, не хочу вас сейчас обнадеживать. Ее вот правда, ее очень сложно ощутить и поймать. Ощущение, что ну просто ничего нет. Ну просто ты обливаешься и ничего не чувствуешь. Какое-то время такое правда происходило. Вот, но со временем, я говорю, я почувствовала это.
Аромат, конечно, супер деликатный, он супер интеллигентный, он прям разговаривает шепотом, лично для меня тогда. Мне нравится, но я не знаю, я вот все-таки выбрала из всех пока вот двойку из Центрик 02, потому что я там и это чувствую, и Иза, и супер, я чувствую немножечко такого и ириса жасминового с амброксаном шлейфа, и мне вот это вот все вместе нравится, поэтому а, я знаю, что у единички, конечно, очень много фанатов. Она, когда появилась, я помню эти легенды, что вот я не чувствую, но люди прям ко мне потянулись, прям меня все полюбили, прям и мужчины штабелями падают, и продавцы в магазинах все лучшее мне продают, вот правда, всякое такое вот. А, Я не заметила этого эффекта, ну, знаете, может, я мало ходила куда-то в нем. И дальше у нас молекула 02. Здесь заявлена единственная нота – это амброксан. С амброксаном я знакома уже намного лучше, чем отдельно с Изой и Супер. У меня есть ноты парфам от Juliette Хесаган, и на амброксан мой нос натренирован. Да, я подтверждаю, это амброксан, но опять же он, если вот в ноты парфам или ноты парфам супердоза, тем более, там прям слышно этот амброксан, он так прям кричит, то этот очень-очень тихий. И он, знаете, как будто бы немножко похолоднее, наверное, из-за того, что он тише, он звучит как будто бы похолодней, поинтеллигентнее, потише, чем ноты парфам. Но в целом ароматы похожи. И я вот ноты парфам чувствую, как если бы из... Я думаю, этот аромат знают все, поэтому привожу в пример. Из Rose Mask от Монталь убрали бы Rose. Вот уберите оттуда розочку, и останется вот для меня лично тот самый амброксан. Он вроде бы и специевый, но вот в этом случае эти специи скорее для меня освежающие. Какие-то... В общем и целом, почему-то для меня этот аромат даже больше... Ну да, освежающий. Хочется сказать, что про чистоту, но, наверное, такое нельзя здесь употребить этот эпитет. Про чистоту можно вот сказать, что он освежающий и такой бодрящий, но немножечко. Просто я сравниваю именно с ноты парфам. Так, друзья, у меня тут свет уже собирается уйти. Мы с вами на балконе. Балкон это как это? Мансарда. Молекула. Третья. И здесь одна нота ветивер. Ох. Вот с ветивером я, честно говоря, не очень подружилась, потому что как-то я себе его почему-то отдельно всегда по-другому представляла. Но что есть, то есть. Это для меня вообще какой-то скорее... Тут есть какой-то немножко бальзамический оттенок, немножко травный оттенок. А когда аромат расходится, то вообще ощущение, что это аромат леса, но при этом осеннего такого леса. Не одну неделю уже идут дожди в этом лесу, и вот они сегодня закончились, чуть-чуть светит солнце, и поэтому вот эти листья, трава, они чуть-чуть начинают отдавать вот этот аромат. Аромат, опять же, медитативный, но здесь про медитацию уже, да, в другом месте. И тут немножко такая есть печаль, немножко есть печаль в этом аромате, немножко, ну, те чувства, на которые натыкаешься в осеннем лесу, в котором есть солнце, но при этом уже природа засыпает. Вот такое вот ощущение. Вот немножко грустно-печальное, но такое прощание, да, прощание с летом уже. Вот такой аромат. Немножко он, конечно, летом сейчас вообще не заходит по настроению. Может быть, осенью зайдет. Но этот аромат, кстати, я прекрасно чувствую, в отличие от первой и второй молекулы, которые мне надо было больше разгадывать. Этот очень ощутим. У нас последний на сегодня аромат. Это молекула 04, даже не полезу, я же это уже помню. Это
сандал. Здесь единственная нота в молекуле 4 сандал. Вот сандал мне кажется прям каким-то сухим, прям каким-то сухим. Я его ожидала, сандал, каким-то более сливочным, более мягким, но на мне почему-то он открывается довольно резко. И даже есть там тоже немножко такой аспект, какой-то сухой и даже, наверное, бальзамический. Ну, в общем, сандал, молекула 0,4 как-то вообще не мое, на мне не очень. Может, на мне он некрасиво открывается, я не знаю. Напишите, кстати, мне интересно, как вы чувствуете вот именно сандал этой молекулы. Тут во всех молекулах, где прослеживается сандал, я его чувствую. Но когда он с чем-то замиксован, допустим, с лимоном, мне нравится, с лаймом, грейпфрутом, мне нравится. А вот как один ну, прям такой нишевый аромат получается. Если вам зайдет, попробуйте обязательно, это очень интересно. Молекулы для меня были квестом. Я думаю, что попробовать их, поносить на себе очень даже для парфлюбителя это очень интересные приключения. Ну, для меня, по крайней мере, было очень интересно. Я столько времени их изучала, и спасибо большое Рандеву, что вот они мне такой на обзор прислали вот именно вот этот набор. И я думаю, что как набор молекулярный эксцентрик, это просто ну, must have, потому что никак не понять эти ароматы, если не поносить их на себе. Я долго их разгадывала, да, очень много времени я проводила в парфюмерных магазинах. В общем, друзья, нет, сандал и ветивер прям сильно не мое. Если в ветивере мне хоть какие-то образы приходят, настроение, то сандал я даже что-то вот такое сухое, пыльное, такое как будто дерево, которое вот прям под такой жарой, оно высохло, оно покрылось уже такой какой-то пылью придорожной, есть какое-то ощущение чуть ли не, я не знаю, как будто вот что-то такое, как, ну не асфальт, но что-то вот такое. Не могу. Нет, если в 0,3 молекуле есть хотя бы какая-то вот это вот дождь, который прошел, то здесь вообще нет. Вот какая-то пустыня, перекати поле и где-то вот огромный кусок дерева, который высох, покрылся пылью. Нет. Возможно, я допускаю, что это именно летом так. Но для меня молекулы просто идеальные на лето. Вот все эксцентрики, прям все идеальные на лето. Все, даже те, которые на мне не звучали зимой, вот это вот четверка, нет, тройка на мне не звучала зимой, она мне казалась мужским. Эксцентрик 03 казалось прям мужским каким-то таким, ну не одеколоном, мужским ароматом. То сейчас вообще я прям кайфую от всех эксцентриков. Вот, друзья, такой получился обзор. Пишите в комментариях, какие молекулы вам нравятся, что вы думаете про молекулу 0,4. Кстати, мне интересно, я допускаю, что именно на мне так открылось. Пишите обязательно. Я понимаю, что молекулярные ароматы, особенно вот эксцентрик молекулы, они вообще по-разному на людях открываются. Напишите свою любимую, как на вас они звучат. Удивляет ли вас что-то из моих описаний? Все, спасибо, что вы были со мной. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всех целую, обнимаю, всем пока.